Дорогие друзья, всем привет! Прошу прощения за посторонние звуки. Возможно, они будут слышны. Работает у меня здесь 3D принтер. Выключить я его не могу, и работать у меня еще будет очень-очень долго. Но видео хочется записать. Сегодня мы проведем тест, так называемый Latency Test Proxy. Это тест на задержку и определение. Мы разберем, в принципе, такой момент, как оно определяет, простыми словами, и как этого избежать. И то, чего делать не надо. Потому что очень многие считают, что вот они купили какой-то прокси на каком-то ресурсе, вот, и как-то это можно обойти на этом прокси. Если же прокси-сервер вам не предоставляет такие услуги, то обойти вам вряд ли это получится. Итак, давайте мы рассмотрим пример моего прокси-сервера. Значит, у меня есть VDS, которая находится в США, я же нахожусь в России. И вот она программа Yggdrasil Tool. В общем, не знаю, как хотите называйте. Вот она там Yggdrasil Socks называется. В общем, можно сказать, программа без названия, но находится она на моем официальном сайте. Вот, также в телеграм-канале. Представляет эта программа прокси сервер, такой же как 3 прокси, по-моему, Squid есть такой прокси. В общем, не суть. Суть в том, что мы сейчас будем устанавливать прокси-сервер на этой VDS-ке. Для этого, по сути, нам нужно запустить программу. Если у нас здесь есть какие-то записи, удалить их. Вот, и теперь добавляем свою запись в качестве прокси-сервера. Нажимаем сюда Add. Итак, у нас здесь уже задало порт, вот, такой рандомный. И у нас есть что? У нас есть вот входящий IP-адрес. И у нас есть исходящий IP-адрес. Вот. Так как это VDS-ка, она находится не за NAT, а напрямую выходит в интернет. Поэтому в качестве входящего адреса мы выбираем этот IP, в качестве исходящего этот же IP выбираем. Давайте зададим логин, пароль, сгенерируем его, чтобы у нас такое посложнее было. В общем, вот в таком вот этапе у нас все сейчас находится. Нажимаем «Добавить», и у нас добавился наш прокси-сервер. Дальше нам его нужно запустить. Нажимаем «Старт». Так, запустили. Вот теперь нам нужно скопировать его и перенести уже на нашу машину в качестве прокси. Здесь я не буду использовать Double Session Manager. Здесь, в принципе, достаточно просто браузерного приложения, в данном случае Foxy Proxy. Так, переходим в настройки. И здесь нам нужно добавить наш Socks5 сервер. Нажимаем «Добавить». Так, здесь выбираем Socks5. Назовем его по IP-адресу. Вот так вот, чтобы было понятно. Так, логин, пароль мы переносим сюда. И порт переносим сюда. Так, ну вроде бы все. Настроили, нажимаем Save. Ну и дальше мы выставляем наш прокси-сервер. Вот мы его выставили. И давайте теперь в новой вкладке проведем тест. Переходим по этому ресурсу. И у нас сразу же идет, соответственно, тестирование нашей сети.
И что нам говорит? Нам показывает, что обнаружение 100%. Теперь давайте рассмотрим, что у нас здесь написано. Смотрите. Грубо говоря, вот эта величина — это время, когда данный сайт обращался непосредственно к прокси-серверу, то есть к нашему адресу. А вот это время обращения уже к браузеру. А браузер у нас стоит, грубо говоря, на нашем компьютере. Соответственно, величина у нас большая, и у нас разница. Вот, несоответствие по времени идет. Нет, блин, как это что-то вам наврал. Не туда. В общем, это у нас обращение до нашего прокси-сервера, а это обращение уже, соответственно, до браузера. А это у нас, соответственно, разница. Прошу прощения, иногда туплю. Вот. Теперь что? Что мы сделаем? Мы попробуем уйти от этого. Для этого обратно возвращаемся к прокси-серверу, нажимаем «Стоп», нажимаем «Изменить» и ставим здесь галочку. Вот, latency. В принципе, здесь вот пока в этом окне мы ничего не ставим. Все. И теперь, соответственно, нажимаем «Применить» и снова «Запустить». Итак, прокси у нас остался тот же, но уже с некими такими изменениями. Вернемся к браузеру и давайте обновим страницу. Что нам сейчас скажет? Скорее всего, скажет опять то же самое, что обнаружено, но потом мы все это дело подправим. Это автоматическое определение. Ну вот, видите, оценка обнаружения 40%. Давайте посмотрим, что у нас по расхождению. Так, 149 показало 235. Давайте еще несколько раз тест проведем. Потом попробуем немножко поиграться с настройками. — 73. Так, ну ладно. Возвращаемся снова на наш сервер. И здесь нажимаем «Стоп». Так, дальше «Изменить». И попробуем здесь указать значение. Давайте укажем 100. Это у нас будет задержка ответа нашего прокси-сервера. Так, опять старт. И возвращаемся, соответственно, сюда. Обратно тестируем. Что нам скажет? Тест обнаружения 100. Расхождение такое. Так, ладно. Теперь давайте еще раз попробуем изменить. Попробуем 200 поставить. Применить. Старт. Итак, давайте снова обновим страницу, посмотрим. Опа! Оценка обнаружения 0. Вот и все. Вот и в принципе, видите, расхождение какое. Вот оно, расхождение 200, 240. То есть расхождение 20%, ну как бы расхождение 20%, в принципе, это уже не считается чем-то зазорным. Вот такой вот тест. Дальше еще кое-что покажу.
Итак, продолжим. Видео разделил на две части. А теперь давайте попробуем такой вариант посмотреть. Допустим, это не ВДС, а ваш домашний компьютер. И, соответственно, он у нас находится за NAT. Что такое за NAT? Это значит, что в ваш дом приходит интернет, и то уже, скорее всего, с маршрутизатора. Вот вы дальше ставите уже там роутер, который раздает уже по всей вашей квартире, вашим устройствам дальше интернет. И таким образом у вас ваш компьютер подключен не, получается, не глобальному адресу интернета, а какому-то локальному, допустим, 192, 168, там, единичка, там, ну, точка 50, к примеру, да. Ну, это в основном все компьютеры, все устройства наши так сейчас работают. Вот, и, соответственно, поставить на таком компьютере прокси-сервер, да, через который можно было бы зайти и выйти с него, это целая проблематика. Для этого прокси-сервисы ставят свои, так скажем, back-connect сервера, которые непосредственно уже обращаются, как бы имеют контакт с прокси за NAT. Вот, и вы уже подсоединяетесь не непосредственно напрямую к прокси-серверу, а именно к back-connect серверу. Ладно, не суть. Предположим, это у нас компьютер, который находится у нас за NAT. И что мы сделаем? Для того, чтобы нам подключиться все-таки к нашему прокси-серверу, нам нужно установить такую сеть, как вот Yggdrasil, так называемую. Для этого нажимаем Install. И вот у нас, соответственно, установился еще один интерфейс. И можем его лицезреть сейчас среди списка своих адаптеров. Вот он появился, такой вот интерфейс. И теперь, чтобы нам, соответственно, поставить прокси, нам нужно еще настроить эту сеть. Да, забыл. А вот у нас пиры не инсталлированы, соответственно, их нужно поставить. Можно нажать, соответственно, быструю установку, можно вручную. Давайте я покажу лучше вручную, чтобы вы уже понимали и знали, как это сделать. Нажимаем сюда. И, соответственно, у нас здесь такой представлен список. Вот. Можно его, соответственно, обновить через офлайн лист, можно через онлайн лист. Ну и через онлайн лист не всегда получается, они изменяют там страничку и не всегда получается скачать. Но не суть. Вот у нас представлен огромный список, значит, прокси-серверов. Что мы сделаем? Мы сейчас проверим их все. Нажимаем Pin-Call и, соответственно, выбираем, ну, так скажем, самые-самые, ну, не то что быстрые, но хотя бы с откликом, вот, с самым быстрым. Вот, здесь мы не проверяем скорость скачки, здесь мы проверяем отклик именно сервера. Вот, дожидаемся, когда это все дело закончится. Оно закончится достаточно быстро. Ждем. Слышите, да, как принтер жужжакает. Вот такие вот пироги.
И да, пока все это дело идет, наверное, еще раз упомяну про Latency Test Proxy. Многие путают. Они считают, что вот они сейчас вот этот вот прокси, вот то, что я показал, поставят где-нибудь. Соответственно, пропустят через него вот эти купленные прокси-сервера. Ну, соответственно, он же будет промежуточный, где-то в середине, да? И все у них будет чики-пуки. Нет, такого не будет. Я вам сразу говорю. Потому что настройки нужно производить на конечном сервере. И если вы хотите менять latency тест, вы должны договариваться уже непосредственно как-то с прокси-сервером. Либо устанавливать свои соксы самостоятельно. Итак, вот мы, значит, проверили все. Нажимаем ping. И у нас самые быстрые. Вот они здесь у нас вот выбрались. Ну и давайте мы их выберем. Не знаю, TLS я что-то не очень люблю. Вот. TCP, Quick. Ну, хватит нам. Вот 5 штук выбираем. Нажимаем применить. И ждем. Ждем. У нас сервис перезапускается. Сервис, значит, запущен. И дерево позеленело. Иногда бывает так, что дерево не зеленеет, а определяется, зеленое оно либо нет, определяется вот в этом месте. Вот, я красил checker IP. Если у нас дерево не позеленело, но пиры установлены и они все как бы работают, попробуйте поиграть вот с этой ссылкой. Вот, допустим, давайте я вот сейчас ссылку поменяю на вот эту. Нажимаю Save. Может быть потемнеет, может нет. Ну да, не потемнело. Ну, в общем, если у нас остается черное дерево, поиграемся с этой ссылкой. Пиры установлены, чтобы было нам понятно, есть у нас сеть, либо нету. Сейчас сеть у нас есть. И давайте поставим новый прокси-сервер. Тут нажимаем стоп, нажимаем добавить. Добавить. И тоже используем логин и пароль. Давайте сгенерируем. Так, и здесь у нас в качестве входящего IP-адреса IP-адрес, который сгенерировал вся сетью вот этой Yggdrasil. Вот он, этот IP-адрес. Вот он здесь находится. И вот он, соответственно, у нас как интерфейс указан. Значит, для того, чтобы нам поставить прокси-сервер, мы входящий IP ставим этот, а исходящий мы ставим, соответственно, 23.134, это IP-адреса. Если же мы ставим за NAT, то у нас будет здесь исходящий, в качестве исходящего адреса, там, 192, 168, там, к примеру, да, там, 1.53, к примеру, да. То есть, ну, это то, что задал ваш там роутер. Соответственно, вот этот адрес мы и будем ставить, если мы обходим NAT. Здесь нам NAT обходить не надо, у нас единственный адрес это прямой. Поэтому вот мы прямой и ставим. Ну и в принципе все. Давайте добавляем данный прокси. Вот, нажимаем старт. Теперь мы его скопируем. И давайте мы его поставим, ну, установим, соответственно, в браузер. И здесь важно понимать, что данный прокси у вас пойдет только в том случае, если же на вашем компьютере, ну, где вот я сейчас нахожусь, тоже стоит сеть Yggdrasil. То есть в данном случае она у меня вот стоит в моей программе Double Stage Manager. Вот, и, соответственно, я из своей сети могу подключиться к той сети. Думаю, так понятно. Если же у вас здесь не стоит сеть, соответственно, вы не сможете подключиться к сети, если у вас ее нет, грубо говоря. Вот. В общем, ладно. Ставим.
Значит, дальше Socks. Следующий. Так, добавить. Нет, не то, не то, не то. Добавить. Так, и ставим мы его сюда. Так, вот мы его обозначаем. Соответственно, это у нас Socks5. Это у нас... Так, логин, пароль. Вырезаем, переносим сюда. И здесь порт вырезаем, переносим сюда. Так, лишнее убираем. Вот наш IP-адрес, к которому будем подключаться. Ну и давайте проверим. Так, все правильно сделал, нет? Все стоит. Save. Сохраняем. Так, и ставим наш адрес. Что-то не помню, включила, нет? Да, включил. Так, смотрим, что мы имеем. Так, переключил, соответственно, наш адрес. Пробуем загрузиться. Итак, видно, что все работает. Прокси-сервер через сеть Yggdrasil работает. Итак, у нас показывает опять же 100%. И здесь у нас, ну, грубо говоря, сотня. Здесь, ну, расхождение, да, большое. Теперь попробуем опять же убрать это все дело. Смотрим. Так, нажимаем стоп. Значит, изменить. И попробуем просто поставить, значит, просто галочку, да. Пусть оно само там определяет. Но не всегда определяет. Нужно это все дело подравнивать. Все, нажали. Старт. Нажали. Вернулись. Снова проверили. Что-то подтупливает сайт. Обновлю его еще раз. Запущен. Может, у меня сеть упала. Да, показывает зеленым. Так, ну что мы такое? Что ж происходит-то? Где отклик? Так, а отклик здесь у нас есть? Нет? Так, тут есть отклик, но тут и не важно. Тут у нас все стоит. И тут у нас все должно быть хорошо. Да, здесь у нас все хорошо. Так.
Ёлы-палы, чё мы тут? Попробуем перезапустить сеть на локальном компьютере. Вообще, если вы ставите прокси сами, то нужно использовать те же ноды, что и на удаленном сервере. Так как бы лучше достигается, потому что здесь у нас все равно получается весь трафик через одну ноду пойдет, потом нода соединяется с другой нодой, и уже, соответственно, мы выходим на наш сервер. Ладно. Пробуем. Так. Пошло, поехало. Я говорю, нужно было переподключиться. Опа. Вот, показывает. Уже мало. Мало. Ну, еще раз давайте. Что нам? Ну, в принципе, все примерно как и в первый раз. Да, добавим мы сейчас немножечко задержечки и посмотрим. Так, убрали. Изменить и впишем, ну давайте 180. Вот так вот напишем. Ну-ка. Поехали, возвращаемся обратно. Так, что у нас там с расхождением 21%? Ага, добавим еще. Добавим еще. Давайте добавим 220. Или даже 230. Вот. Так вот. Опа. Ну и все. В принципе, достигли мы своего результата. Обнаружение не обнаружено. А ну вот он 230 и есть. Ага. Ответ наш. Ну вот, ну как-то так. Короче, грубо говоря, стараемся, если что, значение выставлять примерно то же самое, что и здесь, что и тут. Вот. То есть, ну, давайте 270 поставлю. Задержку. Так, чисто уже. Так, поехали. Обновляем.
Ждем. Блин. Много, много. — 250. Ну, не то, что много, это уже сайт так показывает. Не, на самом деле нормально. Ну, в общем, вот 260. О, все, уже приблизились к оптимальному. Короче, ошибка обнаружения 0. Хорошо. Так, ну что, давайте дальше еще что-нибудь поиграемся с нашим прокси сервером. Сразу же. Вот, давайте мы. Что, давайте еще кое-что поставим. Так, значит, нам нужно изменить. Это же, видите, винда, да? Винда. А я вот хочу что-нибудь вот такое себе. Вот такое. Тоже, и тоже задержки поставлю. Ну, только мы уже будем тестировать это не на этом сайте, а на другом. Вот. Так. Поставили. Применить. Нет, не так. Ну да, применить. Старт. И у нас немножко здесь другой прокси идет. Сейчас я покажу вам. Вот, у нас же порт другой. Вот, допустим, если мы хотим там macOS там поставить, да. Вот у нас порт 1546. То есть здесь 1545, а здесь уже используется другой порт 546. Вот, и что мы делаем? Мы, значит, в браузере. Так, чтобы я уже не переписывал все это дело. Ставим здесь порт 46. Сохраняем. Выставляем прокси и заходим уже в браузер Lix. Так. Зашли в браузер Lix и наш отпечаток. Вот он, macOS. Да, в принципе, наверное, все, что можно рассказать. Но единственное, что еще, это то, что данный, получается, прокси в браузере работает без UDP протокола. На самом деле он есть, но для того, чтобы воспользоваться полноценным UDP протоколом, нужно подключать программу Double Stationary Manager в качестве шлюза. И, соответственно, в качестве шлюза ставить другую операционную систему. И тогда у нас там будет работать еще и UDP протокол. Здесь он не работает в браузере полноценно. Поэтому вот как-то так. Это и видно даже, вот видите, WebRTC не указывает. Если уже, грубо говоря, через менеджер это все делать, то уже WebRTC будет настоящий при этом. Хочу сказать. Блин, наверное, все. Все, что я хотел бы рассказать про прокси-сервер. Извините, что так долго. Извините за шум, если он был. На этом все. Всем пока.